Всем привет! Еще давно у меня была идея сделать большой складной нож, который выполнял бы функцию мачете, конечно же в рамках закона. Я давно продумывал этот проект и наконец-то решил его реализовать. В этом видео будет показан полный цикл, от проектирования до производства и тестов. Приятного просмотра! Проектирование начал с замка. За основу взял свой маленький пружинный нож с модифицированной системой Backlog и изменил положение элементов так, чтобы максимально увеличить площадь вокруг осевого винта и убрать нагруженность запирающего пина. Пружину решил сделать внешней для упрочнения рукояти и возможности ее замены. Замком определился и начал продумывать форму. Из всего многообразия выбрал понравившийся и приступил к эскизам. Важным условием была длина клинка. Она не должна превышать 15 см, чтобы оставаться в рамках закона. Далее начал прорабатывать чертежи на компьютере и делать окончательные макеты, чтобы определиться с удобством ножа. Вот этот вариант меня устроил. Начинаю создание мачете. Закупил основные материалы и начну с клинка. Для него взял полосу закаленной нержавеющей стали N690. У нее хорошая стойкость к коррозии и ударам. Это как раз то, что и нужно для мачете. При помощи копьевидных сверл по керамике сверлю основные отверстия. Тут я немножко промахнулся, и чтобы не повредить тиски, прокладываю кусок текстолита. Далее с запасом обрезаю контуры клинка, постоянно охлаждая водой, чтобы не перегреть и тем самым не повредить закалку стали. Сталь покрыта темной окалиной, оставшейся после закалки. Ее уберу при помощи самодельного плоскошлифа. Приклеиваю к основе и снимаю верхний слой. Про этот плоскошлиф у меня есть отдельный ролик на моем YouTube-канале. Это убирает неровности и создает красивую равномерную фактуру. Также обрабатываю и обратную сторону. Теперь плоскости ровные и параллельные. Толщина ровно 4 мм. Переношу распечатанный чертеж, ориентируюсь по отверстиям и дополнительно помечаю победитовым сверлом, чтобы в дальнейшем не потерять метки. На грейндере более точно обрабатываю контуры. Ленты свежие, поэтому практически не греют металл. Закрепляю клинок на осевом отверстии и выравниваю радиус. Хотя это не критично, но более точный радиус будет лучше и приятнее работать в механизме мачете. На этом этапе я пока отложу клинок и перейду к лайнерам. Лайнеры буду делать из толстого титанового листа VT5 толщиной почти 3 мм. Сначала подготавливаю его поверхность, вышкуриваю и избавляюсь от царапин и дефектов, создавая однородную матовую фактуру. Поверхность готова, могу переносить чертеж. Переношу линии и керню основные отверстия. Вырезать решил при помощи сверления. По моему мнению, для титана это наименее трудозатратный способ, кроме, конечно, гидроабразивной или лазерной резки. Титан твердый, но если аккуратно сверлить отверстие к отверстию, то довольно легко выламывается. Этот процесс занял много времени из-за твердости и толщины титанового листа. Видео ускорено в 100 раз. После выламывания избавляюсь от острых краев. И соединив лайнеры вместе, копирую отверстия. Чтобы облегчить рукоять мачете, внутри лайнеров решил вырезать специальные отверстия. Большим сверлом намечаю углы и высверливаю внутренние части. Удаляю их ударами молотка.
Рваные края обрабатываю вручную. После обработки внутренних контуров могу заняться внешними контурами. Далее сверлю углубления под потайные винты, которые будут скреплять рукоять вместе. И аккуратно нарезаю резьбы под винты, крепящие накладки. Лайнеры почти готовы. Для большего комфорта снимаю фаски с тех мест, где они будут соприкасаться с руками. И перехожу к спейсеру. Спейсер делаю из прочного стеклотекстолита G10. Подгоняю его по толщине, клинок плюс шайбы, и копирую отверстие. Вот так все выглядит в собранном виде. Размечаю все, что нужно отрезать, и стачиваю на гриндере. Примеряю. Клинок не касается спейсера. На конце есть углубление для крепления темляка. Теперь замок. Замок буду делать из незакаленной нержавеющей стали 95Х18. Так как заготовка большая и она не влезает в дрель, грубо обтачиваю ее до 10 мм. Обрезаю получившийся кусок и обрабатываю, раскрутив в дрели об ленту гриндера. Это такая импровизированная замена токарному станку. Вот здесь будут две проточки под пружину замка. Намечаю их на гриндере, а затем дотачиваю надфилем. Получилась вот такая заготовка. Внешний диаметр пока что с запасом. Теперь ее надо закалить. Эту сталь я выбрал как раз из-за возможности закалки, так как от прочности замка будет зависеть безопасность и долговечность механизма мачете. Закалил не до максимума, но сталь стала значительно тверже. Делаю небольшой отпуск, чтобы избавить сталь от внутренних напряжений. И снимаю окалину. Примерно отпиливаю лишний кусок. Теперь у меня есть замок, могу начать подгонять механизм. Собрал все вместе и примеряю замок. Замок должен почти полностью заходить в прорезь. Фиксирую и подтачиваю вручную. Но тут главное не переборщить, а то в клинке появится люфт, и это будет уже необратимо. После скрупулезной подгонки замок сидит на своем месте, люфт полностью отсутствует. Теперь я спокоен и могу заняться пружиной для замка. Для нее взял пружинную нержавеющую проволоку толщиной 1,8 мм. Пружина на замке двойная, работает очень просто. Источником вдохновения послужила пружина от карабинов. На проволоке отмечаю точные места сгибов и по этим отметкам выгибаю заготовку. В специальном самодельном приспособлении формирую радиус, который будет защелкиваться на прорези замка. Вот так за одно движение деталь практически готова. Осталось сделать последний загиб и укоротить концы. Сидит хорошо, люфта нет.
Рассчитал точное расстояние между отверстиями и примеряю замок к рукояти. Пружина в меру тугая, концы пружины не вылетают. Прежде чем сделал последнюю версию пружины, я попробовал очень много вариантов и истратил почти 2 метра проволоки. Финальным этапом полирую замок и пружину. Замок готов. Перехожу к накладкам. Накладки делаю из того же стеклотекстолита G10, что и Spacer. G10 очень прочный, но, к сожалению, не очень легкий материал, так что он еще добавит прочности в конструкцию мачете. Желтый цвет выбрал для удобства поиска ножа в лесу и среди вещей, чтобы не потерять нож в условиях похода. На грубые заготовки переношу отверстия, через которые они будут крепиться к лайнерам. Примерно так винты М4 будут держать накладки. Копирую контуры лайнеров и стачиваю лишнее на гриндере. Материал толстый и пыли от него много, даже с работающей вытяжкой. Вот здесь будет вырез под замок и пружину. Внутренние радиусы заранее полирую мелкой наждачкой. Все в мастерской покрылось тонким слоем желтой пыли. Теперь собираю все вместе для того, чтобы придать рукояти удобную анатомичную форму. Первым этапом выравниваю края, так G10 и титан становятся заподлицо. Далее убираю лишнее с боковых плоскостей. Форма стала удобнее, остается сделать закругление. Закругление делаю яйцеобразной формы, с большим радиусом к ладони и меньшим к пальцам. Так как G10 состоит из слоев наподобие фанеры, то по срезу этих слоев очень удобно ориентироваться в симметричности накладок. После гриндера обрабатываю вручную напильниками и наждачками. При контрастном освещении удобно ориентироваться в форме и выявлять неровности. Форма меня устраивает, можно полировать. Для полировки использую алмазную пасту. Она нейтральная по цвету, в отличие от пасты Goya, и не красит G10. Полировка убирает микродефекты, и за счет этого материал легче отмывается и не впитывает запахи. Делаю углубление для потайных винтов. Осталось все дополировать и доделать клинок. Готовлю клинок к сведению спусков. Со стороны режущей кромки победитовым сверлом размечаю центры. Сводить буду до толщины 0,5 мм. Закрепляю в специальное приспособление, выставляю угол и начинаю стачивать. Сначала использую грубую ленту, а затем перехожу на все более мелкую, пока не дохожу до финишной. Один спуск готов. То же самое повторяю и с другой стороны. Нарисовал графику для клинка и при помощи глубокой лазерной гравировки перенес ее на клинок. Гравировка имеет глубину и напоминает штамп. Последним этапом, как всегда, затачиваю клинок. Сведение толстое, поэтому оно должно легко держать ударные нагрузки. Но по сравнению с тонкими клинками, такой толстый затачивать намного дольше.
Еще я решил сделать стоунвош на лайнерах, чтобы придать им однородную фактуру. Закинул их в битую плитку в герметичный контейнер и отправил стираться вместе с бельем. Лайнеры стали темнее и покрылись мелкими однородными царапинками. Перед сборкой я еще обработал титановые винты, сделал латунные шайбы и прочие мелочи. Все детали готовы, выглажены и отшлифованы. Получилось 28 деталей. Наконец-то финишная сборка. В процессе создания я так много собирал и разбирал нож, что теперь он для меня как калашников. Основная рамка собрана, теперь креплю накладки и клинок. Мачете готова. В процессе изготовления ее дизайн претерпевал небольшие изменения, но все равно она похожа на то, что я изначально себе и представлял. Даже немного превзошла мои ожидания. Ощущается очень приятно. На рукояти нет никаких элементов, которые бы впивались в руку и вызывали бы дискомфорт. Все сглажено и эргономично. Пружина в меру тугая, в закрытом положении клинок подпружинивается. Нож не является холодным оружием, так как длина его клинка 149 мм. Вес получился 430 грамм. Это самый тяжелый нож, который я когда-либо делал. Мачете нож лесной, и уже не терпится испытать ее на природе. Мачете получилась компактной, в открытом положении надежно блокируется. Для того, чтобы ее сложить, нужно потянуть замок наверх. Помимо стандартного отрывания за клинок, также ее можно открыть взмахом руки. И цепляя о край кармана, как плавник Эмерсона. Дизайн получился симметричный, подходит для правшей и левшей. От клипса решил отказаться, потому что от интенсивной работы она натирает руку. Темляк присутствует, но здесь он необычный. На его конце есть специальный блокирующий пин для большей безопасности, который не позволяет ножу сложиться, даже если замок открыт. Хотя и без дополнительного блокиратора, мачете должна легко выдерживать все нагрузки. Зафиксировал мачету за клинок к дереву и решил проверить, выдержит ли замок мой вес. Я вешу килограмм 70, поэтому для нее это небольшая нагрузка. В походных условиях мачете может стать маленькой заменой топору. Сначала пробую нарубить сухих щепочек для костра. Вес мачете смещен к клинку, поэтому она хорошо подходит для рубки. С более крупными бревнами можно справляться при помощи второго бревна. Называется ботонинг. Также она неплохо рубит сухие ветки. Но лучше всего справляется с сырым деревом. Так что с помощью нее можно легко обустраивать лагерь, делать рогатины для костра и расчищать местность. Ради тестов, конечно же, взял кокос, потому что открывать кокос для мачете — это классическая задача. Готово. Колодцик. О, можно выпить. Уже на бревне решил поколоть дрова. С небольшими бревнышками она легко справляется. Давай. Да. Хороший полет. Еще можно. Раз, два, три. Для хранения и перевозки решил сшить специальный чехол на молнии. Внутри есть два кармашка, куда можно будет положить сертификат и инструменты. В таком виде она привлекает меньше внимания и не бьется о окружающие предметы.
Мачете полностью не боится воды, из материалов только титан, нержавейка и G10. Механизм очень крупный, располагается снаружи, поэтому в него не сбивается мусор и не выводит его из строя. А в случае загрязнения его очень легко промыть. В завершении скажу, мне понравилась эта модель ножа в работе. На создание всего этого ролика у меня ушло 1,5 месяца, но мне было приятно над ним работать. На этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, также можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые проекты. А если хотите поддержать мой канал в развитии, поделитесь этим роликом со своими друзьями или в соцсетях. Не очень. Кислый. Кисловатый, Не да. дозрел. Ну, наверное, перезрел. Долго лежал.